Всем привет, друзья! На моем канале, как всегда, очень вкусное блюдо. Сегодня я приготовлю мясо, тушеное с овощами, фасолью и грибами. Для рецепта я взял филе бедра индейки. Подойдет любое мясо, которое вам нравится. Смотрите, мясо у меня уже раскрыто. Дальше я еще немного сделаю надрезы, чтобы еще больше раскрыть его. Вот, смотрите, что получается. Это нужно для того, чтобы свернуть из него рулет. Поэтому, если вы взяли, допустим, целый кусок мяса, там, я не знаю, говядину, то вам придется также все это разделать, чтобы все свернуть в рулет. Ну, сейчас все увидите. Сейчас я поудаляю здесь всякие ненужные штуки, которые мне не нравятся. Получился он довольно-таки длинный, поэтому я предполагаю, что я из этого куска сверну 2 рулета. Поэтому разрезаю пополам. Дальше я беру чеснок, 3-4 зубчика, посмотрим. Чтобы было вкусно, нужно и придать этот вкус. И режу чеснок вот на такие вот пластинки. Ну, я думаю, вы сейчас догадываетесь, что я буду дальше делать с этим чесноком. Раскладываю чеснок на эти 2 куска. Все это дело нужно посолить, добавить прованских трав и немножечко черного молотого перчика. Я нарезал вот таких вот шпагатиков из кулинарной нити. И теперь все это сверну в рулет. Вот так вот, аккуратно. И теперь нужно это все обвязать шпагатиками. Смотрите, народ, вот так вот все получилось. Внутри же мы посолили, поперчили. То же самое нужно сделать и сверху. И на сковороде, на смеси растительного и сливочного масла обжариваю до золотистого цвета вот эти вот рулеты. С одной стороны задали корочку, переворачиваю на другую. Нам не важно, приготовится мясо или нет, потом мы все это будем доготавливать в духовке. Смотрите, какая красота получается. Ох. После того, как мясо обжарилось, убираем его на тарелку. Сковорода мне дальше понадобится. Дальше я займусь овощами. Режу одну большую луковицу на кубики, морковь на крупные кубики и грибы на четвертинки. И продолжаем готовить. Помните ту сковороду, в которой обжаривал рулеты? Я даже ее не мыл. Сюда добавляю лук, немножечко обжариваю, потом добавляю морковь. Все это вместе пассируем, а потом уже у нас пойдут грибы. И все это обжариваю в течение где-то минут 5. Ну вот, прошло где-то примерно 5 минут. Грибочки уменьшились в размере. Дальше я сюда отправляю фасоль красную. Фасоль я на ночь замачивал. Граммовки не даю, потому что, овощи потом получатся очень вкусными. Если вы добавите их чуть побольше, ничего не случится, а вот вкусно будет очень. На этом этапе можно добавить соли. И здесь вот у меня еще осталось немножко прованских трав. Тоже сюда их добавлю. Все хорошо перемешаю. Добавлю еще немного вкуса в виде консервированных томатов. Всегда говорю, если готовите в зимнее время и нету хороших помидоров, добавьте томаты консервированные. Вот такие вот в банках. Перемешиваю. Овощи я снял с огня. И теперь сюда
я отправляю рулеты из филе индейки. Сверху кладу несколько веточек петрушки и 3 зубчика чеснока. И все это накрываю фольгой несколько слоев. И все это нужно поставить в духовку разогретую. Но я думаю, не буду давать слишком такую прям большую температуру. 160-180. Прям чтобы все это протомилось. Мясо стало мягким, пропиталось вкусом овощей, а овощи пропитались вкусом мяса. Представляю, как будет вкусно. Кстати, народ, хочу упомянуть, если вы заметили, я все готовил в одной сковороде, потому что она у меня чугунная, и я могу себе это позволить. И запечь в ней также в духовке. Если у вас нету чугунной сковороды, соответственно, овощи обжариваете на отдельной сковороде, потом все отправляете в форму для запекания, туда же мясо, также накрываете фольгой и в духовку. Так, ребята, прошло час 50 минут. Давайте смотреть, что получается. Петрушку можно убрать. Она уже отдала свой весь аромат. Переверну рулет на другую сторону, чтобы пропитался с другой стороны соками овощей. Ой, красота. Смотрите. Вот сейчас дам 15 минут отдохнуть. Нитки еще сейчас уберу. И будем пробовать. Нарежу мясо. Мясо нежнейшее. Нож, оно, вы все видите прекрасно. Оно так разваливается. Можно и не резать. Вот прям как кушать. Можно, конечно, красиво все оформить. Там с картошечкой подать. Я не знаю, что вы хотите на гарнир. Я вот так возьму из сковороды прям овощи и кусочек мяса сверху. Всем приятного аппетита, друзья. Пора затестить. Еще горячевато. Но, вкусно. Запах. В общем, получилось очень вкусное блюдо. Это нежнейшее мяско, которое разваливается на волокна. Вот с этими томленными, нежными овощами. Вы обязательно должны попробовать приготовить. Вы смотрели канал «Двойная порция». С вами был Александр. До скорых встреч!